Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. Убежден, постоянные зрители сейчас крайне удивлены, когда вновь услышали меня, озвучивающим видео на этом канале. Дело в том, что для меня самого является неожиданностью то, что у меня снова появилась такая возможность. Еще в конце прошлого года и я, и авторы и редакторы канала были абсолютно уверены, что мы делаем последний ролик, который я буду озвучивать. Но судьба решила иначе, и у меня появилась возможность озвучить еще несколько роликов. Сколько? Я не могу ответить. Может быть, этот ролик будет последним, может, мне удастся озвучить больше роликов. Я это буду делать до тех пор, пока у меня есть такая возможность. Таковы обстоятельства. Автор канала остался прежним, и именно он отвечает на все ваши комментарии под роликами, не я. Поэтому прошу не задавать вопросы, что происходит, мы не хотим описывать детали, все-таки это познавательный канал, а не группа помощи. Также прошу не считать, что это был какой-то специальный ход, мы искренне были убеждены в том, что говорили в предыдущем ролике 120 неразгаданных тайн мира в одном видео. Ну что ж, а теперь давайте приступим к новому ролику, который мне посчастливилось озвучить вновь. Будет ли он последним в моей озвучке? Не знаю. Это зависит не от меня и не от авторов канала, но надеюсь, наши постоянные зрители будут приятно удивлены такой новости. В завершении вступления позволю себе немного сострить, как говорил один известный политический деятель. Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Думаю, эти слова можно в какой-то степени отнести и к этой ситуации. Итак, тайны, загадки и интересные факты из жизни Николы Теслы. Если бы не Илон Маск со своим Tesla Motors, в современном мире мало кто бы уже и вспомнил имя человека, который дал нам электричество, переменный ток. Никола Тесла опередил свое время, не получив заслуженного признания при жизни. Он изобрел немало технических устройств, которые считаются революционными и по сей день. Согласно Big Think, Тесла ответственный за множество изобретений, опережающих свое время, которые в наше время заслужили всеобщее внимание. В первую очередь мы говорим о беспроводных технологиях, включая беспроводную передачу электроэнергии, первые мобильные телефоны, беспилотные автомобили и летательные аппараты, а также таинственные лучи смерти. Никола Тесла – автор более 700 патентов и инноваций. Далее некоторые из них. Катушка Тесла – это резонансный трансформатор, вырабатывающий высоковольтное электричество переменного тока, первая гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде, люминесцентная лампочка, увеличительный передатчик, благодаря которому он мог зажигать лампочки за полмили, пульт дистанционного управления, первый рентгеновский снимок, радио, турбина Тесла, асинхронный двигатель для пылесосов и фенов, радиоуправляемая лодка, которая могла плыть без людей, Никола мог управлять ее движением с помощью радиосигналов. Тесла был гением, который разговаривал на 8 языках – сербо-хорватском, чешском, немецком, венгерском, французском, английском, итальянском и латыни. Никола был футуристом, придумавшим большое количество устройств почти за 100 лет до того, как они были созданы. Он спрогнозировал появление смартфонов в 1926 году. В интервью Джону Кеннеди Тесла объяснил, как беспроводная энергия может помочь нам поддерживать связь на большом расстоянии. Когда беспроводная связь будет применяться идеально, вся Земля превратится в огромный мозг, что на самом деле так и есть, поскольку все вещи являются частицами реального и ритмичного целого. Мы сможем общаться друг с другом мгновенно, независимо на каком расстоянии мы находимся. Будем видеть и слышать друг друга так же хорошо, как если бы мы стояли лицом к лицу. Инструменты, благодаря которым мы сможем это осуществить, не будут такими громоздкими, как нынешние телефоны, люди будут носить эти штуки в своем кармане. Когда я прочитала о Тесле 25 лет назад, первая мысль, которая возникла у меня в голове, была, что это такое. В то время у всех были компьютеры с LT-мониторами. Мы использовали Dial-Up. Среди моих друзей никто не был владельцем мобильного телефона. Что это за штука, которую можно мало того, что положить в карман,
но еще с помощью нее видеть кого-то на другом конце света. Тесла также предсказал Wi-Fi и МРТ. Он сделал несколько чертежей луча смерти, который смог бы остановить все будущие войны. Но ФБР забрало документы после смерти ученого и опровергло его разработки. Жизнь Теслы была тяжелой, но очень увлекательной. И она началась со взрыва. Его рождение было символом света. Тесла родился во время грозы 10 июля 1856 года в Хорватии. Согласно одной из легенд, в момент рождения Николы акушерка очень переживала и твердила, что новорожденный будет ребенком тьмы, так как гром считался дурным знаком. Но мать Теслы ответила: «Нет, он будет ребенком света». Позже Никола часто созерцал ослепительный свет перед собой. Яркие вспышки света были настолько сильными, что затуманивали его зрение. Он не мог понять, что реально, а что нет. Повзрослев, Тесла использовал эту силу в своих исследованиях. Похоже, мать была права, гром предрек, что Никола будет ученым и будет нести людям свет, благодаря повсеместному внедрению электрического освещения, основанного на системе переменного тока. Благодаря холере он не стал священником. Когда Тесла был 5-летним ребенком, его старший брат Дани упал с лошади и умер. Несчастный случай стал огромным горем для всей семьи. Родственники всегда считали, что Дани умнее болезненного Николы, и не возлагали на мальчика больших надежд. Смерть одного из сыновей обеспокоила их отца. Теперь он хотел, чтобы его младший сын стал православным священником и пошел по стопам отца. В этом случае он мог бы посещать ближайшую к их деревне школу. Об обучении в техническом училище, что предполагало переезд в другой регион Австро-Венгрии, отец вовсе не хотел слышать. Но молодой ученый очень любил физику и математику. В 17 лет, окончив среднюю школу в соседнем городе и вернувшись в деревню на следующий день, он заболел холерой и пролежал в постели 9 месяцев. Несколько раз он был близок к смерти. Пока он был прикован к постели, он убедил отца не отправлять его учиться на священника. Отчаявшийся родитель пообещал отправить его на инженерные курсы, если Никола снова выздоровеет. Отец все же сдержал свое обещание, хотя искренне желал для сына совсем другой судьбы. У Теслы были невероятно обостренные чувства. Никола был очень чувствителен к внешним раздражителям. Он утверждал, что слышал гром на расстоянии в 900 километров, а также мог слышать тиканье карманных часов, которые находились в 3 комнатах от него, или муху, глухо приземлившуюся на стол. Во время обучения в колледже звук локомотива в 50 километрах был для него как оглушающий. Врачи считали это проблемой с нервами, а если быть точнее, нервным срывом. В те времена сенсорная перегрузка была неизведана. Сенсорная перегрузка возникает, когда одно или несколько органов чувств испытывают чрезмерную стимуляцию со стороны окружающей среды. Также ученый обладал великолепной фотографической памятью и ярким воображением. Когда Никола был ребенком, он пользовался своим воображением, чтобы успокоить себя после ночных кошмаров. Молодой гений мог запомнить целые книги и фотографии всего за несколько минут просмотра. Никола утверждал, что обладает силой, как сам он ее называл, мозговая инженерия. Уникальность Тесла была в том, что мог детально визуализировать все изобретения в собственной голове и провести им ходовые испытания, при этом не делая никаких записей. К примеру, свой электродвигатель он придумал на прогулке в Будапештском парке во время чтения книги Гёте «Фауст». Внезапно у него в голове возникло изображение вращающегося магнитного поля. Отложив книгу в сторону, он незамедлительно нарисовал его схему на песке. Разум этого незаурядного человека хранил множество непостижимых тайн. Тесла был помешан на мистике. Существует мнение, что смерть его брата Дани была таким сильным потрясением для маленького Николы, что повлияло на его поведение и склонность к мистицизму. На протяжении многих лет после трагедии у Теслы были яркие видения того, как его окружает огненная сфера. Лишь став подростком, он научился управлять своим сознанием. Становившись старше,
Он смог уже не только брать под контроль свои трансцендентные состояния, но и специально вызывать их, а при необходимости усиливать. Тесла даже утверждал, что способен общаться с голубями, которых кормил в Центральном парке Нью-Йорка. Но это не единственные странные вещи, которые он делал. После увольнения из лаборатории Эдисона он зарабатывал на жизнь копанием траншей. Тесла приехал в Нью-Йорк, покинув Европу, в 1884 году с рекомендательным письмом для работы на Томаса Эдисона. До этого он несколько лет трудился в парижском региональном отделении компании Эдисона. В компании работало несколько сотен рабочих, Никола был всего одним из них. Проработав там 6 месяцев, с Эдисоном он встречался лишь несколько раз. Как-то ночью, когда молодой инженер засиделся над починкой генераторной установки, и состоялась одна из таких встреч. В тот момент Эдисон понял, насколько умен молодой парень. Но молодой инженер проработал там всего 6 месяцев. Возможно, это произошло потому, что Эдисон пообещал заплатить ему $50 тысяч, сегодня это более $1,5 миллиона, если Никола конструктивно доработает машины постоянного тока, разработанные его компанией. Необходимо было не просто внести изменения в конструкцию, а кардинально переделать уже существующие машины. Тесла работал беспрерывно, чтобы найти решение, и сделал это, но Эдисон сказал, что это была шутка и никакой премии не будет. Вскоре Тесла покинул лабораторию Эдисона. И пока он искал спонсоров для поддержки своего исследования переменного тока, перебивался работой чернорабочего, рыл канавы за $2 в час, чтобы выживать. Но даже тогда он смотрел в будущее. Тесла еще 120 лет тому назад был активным сторонником возобновляемых источников энергии. В 1900 году в периодическом издании The Century он написал статью «Проблема роста потребления человеком энергии» с особыми примечаниями об использовании солнечной энергии. В ней Тесла рассуждал, как можно использовать силу солнца и ветра. Уже тогда люди расходовали земные ресурсы слишком быстро и неэффективно, сжигая в топках наиболее распространенное тогда топливо – уголь. Что касается угля, то они использовали только 2% его энергии. По этому поводу Марк Твен как-то сказал: «Человек, который остановит это бессмысленное расточительство, стал бы великим благодетелем для человечества». К слову, великий прозаик всегда интересовался наукой и с увлечением говорил о ней, это и связало его с Николой Тесла, которого он называл своим другом. Он чуть не заставил Твена обкакаться. Твен и Тесла очень близко дружили. Их объединяла страсть к современным технологиям, и по этой причине Твен проводил много времени в лаборатории своего друга. В очередной попытке найти наиболее эффективное применение электричеству, Никола создал машину, имитирующую землетрясение. Это был высокочастотный осциллятор. Во время каждого запуска агрегата он сотрясал не только помещение с его лабораторией на Манхэттене, но и здания в округе. Однажды Тесла пригласил Твена в свою лабораторию на испытания. Было известно, что у писателя проблемы с пищеварением. Ученый попросил Твена встать посередине генератора, когда он был включен. Писателю удалось пробыть там целых 90 секунд, но потом он побежал в туалет. Окружающие думали, что он сумасшедший. Есть вероятность, что у Теслы было расстройство аутистического спектра. По словам профессора Майкла Фицджеральда и Брэндона О'Брайена, соавторов книги «Как таланты Аспергера изменили мир», сегодня у Теслы был бы диагностирован синдром Аспергера. Он страдал обсессивно-компульсивным расстройством, которое в результате и уничтожило его репутацию. Он ненавидел круглые предметы, украшения, а также прикасаться к чьим-то волосам. Тесла уделял огромное внимание работе. Он утверждал, что ему для сна хватает всего 2 часа в день. Он работал с 9 утра до 6 вечера. Затем он ужинал ровно в 8:10 и продолжал работать до 3 часов ночи. Но несмотря на недостаток сна и большое количество работы, он дожил до 87 лет. Еще Тесла был фанатом числа 3, а также чисел, которые можно разделить на 3. Чего только стоила его странность мыть руки 3 раза подряд. Он обходил свое здание 3 раза перед тем, как войти в него.
Ученый использовал 18 носовых платков, чтобы вытирать обеденный стол и столовые приборы перед каждым приемом пищи. Так как в подростковом возрасте он переболел холерой, у него была паническая боязнь микробов. У Теслы были странные привычки в еде. Он носил белые перчатки на ужин каждый вечер. Прежде чем положить часть еды в рот, он вычислял объем еды на вилке. Иначе он бы не чувствовал никакого удовольствия во время приема пищи. Никола также рассчитывал объем чашки и тарелки. Учитывая свои странные привычки, ученый предпочитал есть в одиночестве. Позднее он стал вегетарианцем. Он любил только молоко, хлеб, мед и овощные соки, также воздерживался от сложных напитков, табака и дам. Он держался подальше от женщин. Тесла был красивым, стройным, рослым мужчиной, его рост был 188 сантиметров, с темными волосами и голубыми глазами. Он обладал утонченным вкусом и хорошими манерами. Женщины его любили. Но он оставался целомудренным. Никола верил, что отношения мешают мужчине в работе. Я не могу вспомнить много великих изобретений, которые были созданы женатыми мужчинами. Также ему не нравились женские аксессуары. Он ненавидел жемчуг и украшения. Была история, как однажды друзья на приеме познакомили Теслу с красивой девушкой. Она была умна и забавна, но на ней были жемчужные серьги. Он едва мог с ней разговаривать, не говоря о том, чтобы смотреть ей в лицо. Если его секретарша носила жемчуг, он отправлял ее домой на целый день. По словам Бернарда Карлсона, автора книги «Никола Тесла. Изобретатель будущего», этот антагонизм был вызван его стилем эстетики. Он считал, что для того, чтобы добиться успеха, нужно выглядеть успешным. Мы не можем быть уверены в этом. Но мы знаем, что его успех совсем не зависел от наград. Он никогда не получал Нобелевской премии. Тесла был номинирован на Нобелевскую премию в 1937 году, но комитет провалил его кандидатуру на выборах, отдав за него только 1 голос из 38. В 1909 году ученым Маркони и Брауну вручили Нобелевскую премию за радио. Но в 1943 году, через несколько месяцев после смерти Теслы, Верховный суд восстановил приоритет поданного им ранее патента на радио. Несколько человек также получили признание за изобретения, которые сделал Тесла, но, похоже, его это не тревожило. Ему просто было жаль, что у других не было великих идей. Он руководствовался больше творчеством, чем прибылью. Его самой большой любовью была наука. Я не думаю, что есть на свете какое-то более приятное чувство, проходящее через человеческое сердце, подобное тому, которое испытывает изобретатель, когда он видит, как творение его мозга идет к успеху. Такие эмоции заставляют человека забыть о еде, сне, друзьях, любви, обо всем. Еще одной любовью Теслы были голуби. Он обожал голубей. Тесла часто ходил в Центральный парк, чтобы покормить их. Раненых птиц он приносил к себе домой, что было причиной жалоб на шум и запах от жителей отеля. Перед смертью он жил в нью-йоркском отеле на 33-м этаже, в квартире номер 3327. Все свое свободное время он проводил с голубями, а не с людьми. Особенно Тесла любил одного белого голубя. Однажды, когда он лежал в постели и думал, птичка влетела в комнату. Он утверждал, что в ее глазах был ослепительный свет. Он продолжал заботиться о ней, даже когда она заболела. На заболевшего пернатого друга он потратил $2000. Ученый построил устройство, которое поддерживало птицу, пока ее крыло и нога заживали. Я кормил тысячи голубей в течение многих лет. Но была одна красивая птица, чистая, белая, со светло-серыми кончиками на крыльях. Это была самка. Я любил этого голубя, как мужчина любит женщину, и она любила меня. Пока она была у меня, в моей жизни была цель. Хотя Тесла и был одиночкой, но он не заслуживал такой ужасной смерти в полном забвении. Он умер без гроша в кармане и позабыт всеми. Чем старше он становился, тем меньше денег он зарабатывал. Из отеля Уолдорф Астория в Нью-Йорке он переехал в Сент-Реджес, так как у него накопились огромные неоплаченные счета.
Собственно, по той же причине его выселили из Сент-Реджеса, но помимо задолженности по оплате, ему вдобавок ко всему соседи предъявляли претензии за дискомфорт и беспорядок, созданные благодаря его привязанности к голубям. Далее он продолжал переезжать, но уже в более дешевые отели, однако счета по-прежнему оставались неоплаченными. В итоге его бывший работодатель компания Westinghouse начала оплачивать аренду его жилья и выплачивала позабытому гению $125 в месяц в качестве платы за его консультационные услуги. Видимо, компания была обеспокоена тем, что бедный ученый вредит их репутации. Тесла также получал скромную сербскую пенсию до самой смерти. Никола Тесла скончался в номере отеля «Нью-Йоркер» в ночь с 7 на 8 января 1943 года на 87-м году жизни. Горничная нашла его через 2 дня, проигнорировав табличку «Не беспокоить». Врач постановил, что причиной смерти является сердечный приступ. Похороны Теслы состоялись в Нью-Йорке 10 января 1943 года. Его племянник Сава Косанович в 1952 году вместе с прахом Теслы сумел отправить в Сербию все имущество в 80 сундуках. Прах выставлен в Белграде в музее Николы Теслы. Никола Тесла и египетские пирамиды. Тесла – гениальный человек, которого часто считают одновременно и гением, и безумцем, совершил революцию в мире благодаря изобретению электричества и переменного тока. Однако помимо технологического мастерства, он обладал глубокой страстью к исследованиям. Среди его разнообразных интересов было и неутолимое любопытство к древним чудесам Египта, в частности к пирамидам. Глядя на эти колоссальные гиганты, сложенные из более чем 2 миллионов камней, каждый из которых весил 3 тонны, Тесла загорелся желанием раскрыть силы, скрытые в их древних каменных стенах. В своих дневниках, еще будучи 20-летним юношей, Никола зафиксировал, что великие пирамиды Гиза представляют из себя совсем не то, что считают историки. Первое, на что обращает наше внимание физик, отсутствие всякого упоминания о пирамидах в египетских папирусах. Информации нет и об их строительстве. Первое же упоминание о 8-м чуде света принадлежит древнегреческому историку Геродоту. Также Тесла говорит, что пирамиды никогда не служили местом захоронения правителей, это был лишь отвлекающий маневр для воришек, желающих обогатиться за счет спрятанных драгоценностей. На это указывает отсутствие всяких подписей и даже крышек от саркофагов. И, пожалуй, самое парадоксальное заявление состоит в том, что пирамиды были построены вовсе не египтянами. Сооружения возникли на этой земле еще в те времена, когда не существовало ни цивилизации, ни государства. Позднее хитрые и практичные египтяне просто-напросто адаптировали постройки под свои нужды и присвоили себе авторство. Вопреки распространенному мнению о том, что пирамиды служили гробницами для фараонов, Тесла предположил, что они обладают удивительной способностью генерировать энергию. Озадаченный отсутствием иероглифов и рисунков, которые обычно украшали древнеегипетские сооружения, Тесла задался вопросом о цели колоссальных затрат ресурсов на создание, казалось бы, загадочных творений. Тщательные исследования привели его к новаторской гипотезе. Пирамиды используют энергию электромагнетизма. По мнению Теслы, при строительстве этих архитектурных чудес использовалась кристаллическая энергия, а внутренние туннели были спроектированы таким образом, чтобы взаимодействовать с электромагнитными полями. Кроме того, он считал, что камни, использованные при их строительстве, обладают свойствами аккумулировать энергию Луны и Солнца. Окрыленный этим открытием, Тесла решил создать современный источник энергии, вдохновленный геометрической конструкцией пирамиды. В 1905 году в США он обнародовал свой патент на искусство передачи электрической энергии через природную среду. Дальновидный изобретатель предложил концепцию глобальной сети генераторов, которые будут использовать природные запасы энергии Земли. По замыслу Теслы, Земля сама становилась огромным электрогенератором с неисчерпаемым запасом энергии. Он представлял себе мир, в котором города будут получать электроэнергию из этого природного источника, обеспечивая чистую и безграничную энергию
для технического прогресса человечества. Несмотря на правительский характер его идей, мечта Теслы о создании глобальной энергетической сети не была реализована при его жизни. Однако его наследие продолжает жить в поисках решений в области устойчивой энергетики и возобновляемых ресурсов. Вечный двигатель. Если порыться на сомнительных сайтах, где продают всевозможную чепуху, типа капкан для Санта-Клауса или магический шар для общения с потусторонним, то рано или поздно вы обязательно натолкнетесь на сравнительно недорогой генератор вечной энергии Тесла. Не надо быть простачком, это обман. Если ученый действительно изобрел источник вечной энергии, то мы об этом вряд ли узнаем, поскольку весь свой архив он жег под предлогом «человечество пока не готово к величию моих изобретений». Тем не менее, до нас дошла история о том, что в 1931 году Никола провел любопытный эксперимент. Вместо традиционного двигателя внутреннего сгорания он установил в автомобиль марки Pierce Arrow небольшую коробочку с двумя торчащими из нее стержнями. После этого машина работала без подзарядки целую неделю. Очевидцы говорят, что Тесла умудрился разогнать авто до 150 км в час, а в это верится с трудом. Беспроводная передача электроэнергии на расстоянии. Весной 1908 года Тесла в письме редактору газеты New York Times написал: «Даже сейчас мои беспроводные энергетические установки могут превратить любой район земного шара в область, непригодную для проживания». Вряд ли ученый блефовал. В любом случае, вне зависимости от того, правда это или вымысел, но летом 30 июня того же года в Сибири случилось нечто невероятное. Большинство ученых полагает, что там упал метеорит, впоследствии получивший название Тунгусский. Но одна из гипотез гласит, что никакого падения не было. А взрыв – это последствие экспериментов Николы, который заключался в передаче энергии на большие расстояния. При этом сторонники фантастического предположения утверждают, что у версии есть доказательства. Как вариант, вот это: накануне падения Тунгусского метеорита в небе Канады и Северной Европы облака внезапно стали серебристыми и словно пульсировали. Это один в один совпадает с рассказами очевидцев, наблюдавших ранее за опытами Теслы в его лаборатории в Колорадо-Спрингс. Супероружие. В 1958 году американское агентство DARPA взялось за проект под названием «Качели». На реализацию этой операции ушел почти десяток лет и около 30 миллионов самой конвертируемой валюты в мире. Проект вроде как не удался, и ученые совместно с вояками засекретили его результаты. Тем не менее, в прессу просочилась информация, что американцы пытались воссоздать загадочные лучи смерти, которые изобрел Тесла. Правды ради стоит отметить, что за 20 лет до начала эксперимента, когда великий ученый еще был жив, он предлагал правительству США супероружие, способное уничтожить бомбардировщик с расстояния в 400 километров. Странно, что тогда в канун Второй мировой войны это изобретение осталось невостребованным у американцев. Лучи смерти окутаны покровом тайны, однако известно, что в его основе был некий осциллятор радиочастот, прибор, который использовал атмосферу Земли как источник колоссальной энергии. Кстати, ходят слухи, что в отличие от США, в СССР заинтересовались технологией и вроде бы даже купили у Теслы чертежи за 25 тысяч долларов. И как знать, может быть, в изобретении лазеров, которые сейчас активно используются и в светской, и в военной промышленности, есть толика гения великого серба. Филадельфийский эксперимент. Еще одна загадка, тесно связанная с именем великого ученого и нашедшая отображение в фантастической литературе и кино, именуется Филадельфийский эксперимент. Говорят, что перед Второй мировой Тесла таки сотрудничал с милитаристами, в частности с военно-морскими силами США. Для них Никола разрабатывал проект, который должен был создать технологию невидимости кораблей ВМФ для радаров противника. И вроде бы ему не хватило буквально года, чтобы провести экспериментальное подтверждение своей теории. В самый разгар Великой Отечественной войны, в январе 1943 года, сердце гения перестало биться. В
Впрочем, спустя 10 месяцев после смерти создателя технологии, американцы вроде реализовали идею Тесла на практике. Им удалось с помощью генераторов Николы создать электромагнитный экран вокруг эсминца Элдридж. Но опять же, по слухам, корабль не только пропал с радаров, но и стал невидимым для человеческих глаз, он попросту исчез. Обнаружили судно в 200 километрах от места эксперимента. При этом члены экипажа Элдридж получили значительные расстройства психики. Парапсихология и ясновидение. Хотите верьте, хотите нет, но современники Теслы не удивлялись, когда передавали из уст в уста историю о том, что свои изобретения Тесла берет откуда-то извне, то ли из параллельного пространства, то ли из будущего. Это, конечно, похоже на нелепую шутку, но и сам ученый неоднократно делал весьма неожиданные заявления по этому поводу. Например, сохранилось письмо ученого другу, где он пишет, что, изучая высокочастотные токи, наткнулся на нечто фантастическое, я обнаружил мысль. И вскоре вы сможете лично читать свои стихи Гомеру, а я буду обсуждать свои открытия с самим Архимедом. В любом случае, даже если отбросить мистику, то все равно нельзя не отметить, что гений Теслы был загадкой для его современников и остается тайной для нас, потомков. Где он черпал свои идеи, как достигал понимания бессмысленных на первый взгляд вещей, каким образом смог докопаться до сути сил, сокрытых от глаз человеческих. Похоже, что в своих изысканиях он действительно опередил время. Кстати, известный индийский философ Вивекананда, посетивший США с целью выяснить возможность объединения всех существующих религий, посетил Николу Теслу в его лаборатории в Нью-Йорке в 1906 году. После встречи он написал письмо своему индийскому другу Аласингу, где воодушевленно рассказывал о знакомстве. Этот человек отличается от всех западных людей. Он продемонстрировал свои опыты, проводимые им с электричеством, к которому относится как к живому существу, с которым разговаривает и которому отдает приказания. Вне сомнения, что он обладает духовностью высшего уровня и в состоянии признать всех наших богов. В общем, правда изящно переплетается с вымыслом, а загадки столетней давности остаются без ответов. И, быть может, на самом деле, нам еще не пришло время понять и постичь всю глубину великого гения Николы Теслы. Поживем — увидим. Люди называли его волшебником, он считал себя ученым. Его сравнивали с Леонардо и обвиняли во взрыве Тунгусского метеорита. Он положил начало всемирной электрификации, на его счету больше 1000 изобретений. 10 июля 1856 года, день рождения Николы Теслы, одного из самых противоречивых персонажей мировой науки, то ли величайшего гения, то ли шизофреника и шарлатана. Истории, которые рассказывают о Тесле, настоящая фантастика. Известны свидетельства очевидцев, как в своей лаборатории в Уординклифе, башне Теслы, он пропускал через себя, как безумный колдун или волшебник, на глазах у очевидцев токи огромной силы и оставался совершенно невредим. В гигантском зале лаборатории каждую ночь били разряды чудовищных молний, смотреть на которые съезжались писатели и журналисты, от поклонника Николы Марка Твена до редакторов крупнейших газет. Тесла щелканьем пальцев создавал шар вибрирующего красного пламени и держал его в руках без малейших последствий. Многие из его фокусов-экспериментов до сих пор не объяснены. Беспроводная передача энергии, дистанционное управление, трансатлантическая телефония, радиовещание, переменный ток, двигатели современного типа, флуоресцентный свет, спидометры, тысячи других изобретений – вот что обязано своим появлением этому странному сербскому гению. Почему же ученый и изобретатель Никола Тесла лишь вскользь упомянут в учебниках физики? Мальчик, который выжил, на долю Николы, четвертого ребенка в многодетной семье, православного сербского священника Милутина Теслы, выпала полная событий жизнь. Он появился на свет 10 июля 1856 года в сербской деревне Смилян провинции Лика. Этот балканский регион тогда был частью Австро-Венгерской империи, между горами и побережьем Адриатики. Отец, священник и публицист,
писал в литературные журналы очерки под псевдонимом «Справедливый». Мать, Георгина Мандич Тесла, была яркой и интересной женщиной. Выросла она тоже в семье священника. В семье было 5 детей, 3 дочери, Милка, Ангелина и Мариц, и 2 сына, Никола и его старший брат Даниэль. Никола считал, что свои способности он унаследовал от матери. В воспоминаниях Теслы много страниц, посвященных детству. С ранней юности Георгине пришлось вести хозяйство в большой семье, так что школу ей окончить не удалось, и ее таланты не получили должного развития. Но у нее была выдающаяся память, и она цитировала наизусть целыми книгами стихи сербских и европейских поэтов. Позже Никола Тесла тоже отличался удивительной памятью, запоминал страницу целиком после одного взгляда на нее, знал, любил и ценил поэзию, многое знал наизусть. И сам писал стихи, любовь к которым привила ему мать. Невозможно точно реконструировать детство ученого, которое прошло в селе Смелян и городке Госпич. Собственная автобиография Николы кажется сборником фантастических сюжетов и необычайных происшествий. По рассказам самого Николы Теслы, в детстве он выжил чудом, несколько раз тонул, почти сварился в баке с кипящим молоком, был заперт ночью в старой гробнице. Его преследовали бешеные собаки, стаи зловещих ворон, дикие кабаны в период гона. Когда имя физика и инженера Теслы прогремит на весь мир, люди будут недоумевать, откуда у чудаковатого исследователя столько странностей, фобий и навязчивых идей, ненависть к серьгам, жемчугам и персикам, подсчет шагов при ходьбе и ступенек на лестнице, навязчивая тяга измерять объем тарелок с супом и чашек кофе. При виде того, как в воду опускают бумагу, у Николы во рту появлялся странный привкус. В общем, мальчик был чрезвычайно восприимчив, чувствителен и отличался мнительностью. Всегда ли эти качества ходят рука об руку с воображением, интуицией и свободой мышления, непонятно. Но в Николе все эти черты, на его счастье или несчастье, соединились. Когда Николе было 5, погиб его старший и талантливый брат Даниэль, мечта и надежда всей семьи, с которым все детство сравнивали Николу. История гибели старшего брата разнится от источника к источнику, он то ли упал с коня, то ли свалился с лестницы. Это детское переживание сильнейшим образом повлияло на Николу, у него стали появляться видения и вещие сны со вспышками. Первый класс школы Тесла проучился в селе Смелян. В 1862 году семья переехала в небольшой городок Госпич, центр провинции Лика, там Никола окончил начальную и среднюю школу. Ему не было равных в математике, а когда дело дошло до физики и опытов, подросток пришел в восторг. В 1870 году 14-летний Никола, делающий большие успехи в учебе, поступил в высшее реальное училище Карловаца, где продолжал с упоением заниматься естественными науками и мечтал поступить в политехнический институт. Отец же был категорически против. По мнению Милутина Теслы, его единственного сына Николу ждала карьера священника. Получив в 1873 году аттестат реального училища, Тесла приехал в Госпич, когда там бушевала холера, и тяжело заболел. Врачи считали, что Никола умрет, он болел так тяжело, что врачи всерьез опасались за его жизнь. Испуганный отец, потерявший одного сына, был готов на что угодно, чтобы ободрить больного, и пообещал, что если сын поправится, сможет поступить в университет, а не в семинарию. Никола пошел на поправку. Однако болезнь оставила последствия, усилились начавшиеся в детстве после смерти брата видения, вспышки яркого света. С тех пор в голове юноши постоянно роились идеи изобретений. Интересно, что Тесла считал, будто он может мысленно сконструировать любой прибор и проверить его работоспособность, не прибегая к экспериментам. Так и было, в дальнейшем приборы ученого не надо было тестировать, он многократно проделывал это в своем воображении. Карты, деньги и электромотор, чтобы юноша, слабый после болезни, не пошел служить в австрийскую армию, родственники отправили его учиться в Австрию, где он со страстью предался учебе.
В 1875 году Николе удалось поступить в политехническую школу в Граце. Учился он самозабвенно и проходил 2 года обучения за один, садился за учебники в 3 утра и работал до 11 ночи. Занимался физикой, математикой и механикой. Но колледж Тесла не окончил, кончились присланные родственниками деньги. Чтобы раздобыть средства на жизнь, студент начал играть в азартные игры и добился успеха в бильярде, но остаться в институте ему это не помогло. Позже в семье рассказывали, что полиции пришлось депортировать талантливого и совершенно неуправляемого студента Теслу из Граца и исключить из колледжа за игру в карты и кутежи. Никола отправился в Прагу, где прожил 2 года. Что он там делал, достоверно неизвестно. Сам инженер и изобретатель позднее сообщал, что учился в Пражском университете, но в списках студентов вуза такого имени нет. Скорее всего, он свободно посещал открытые лекции, курсы и занимался в библиотеках, самообразовываясь и следя за тем, что происходит в области электричества в современной физике. В 1881 году, когда Николе Тесле было 25 лет, Европу потрясло объявление, что в Будапеште откроется европейское отделение компании Томаса Альвы Эдисона, Edison General Electric, позже компания станет известна под именем General Electric. Это была лучшая работа столетия. Эдисон был звездой того времени. Ученый, миллионер и изобретатель, он был причастен к прогрессу во всех его проявлениях, проводил электричество, совершенствовал телефонию и телеграф, изобретал лампочки. Это был тогдашний Илон Маск, само его имя обозначало будущее. Бизнесмен и ученый, дававший миру технологии и свет, Томас Эдисон был необыкновенно популярен. Конечно, Никола Тесла мечтал работать у Эдисона. Он отправился в Будапешт, но в знаменитую на весь мир компанию Эдисона его, вчерашнего мальчишку с неоконченным образованием, не взяли, тогда Тесла устроился на телеграф. Ничего, он подождет. Он докажет. И у него получилось. Никому неизвестный телеграфный инженер Никола Тесла изобрел принципиально новый электромотор переменного тока. Тесла называл это время состоянием интеллектуального счастья. Идеи переполняли его. Электромотор переменного тока конструкции Николы Теслы был прорывом. Двигатель поддерживал более высокое напряжение, чем при постоянном токе, а благодаря меньшим потерям при сопротивлении ток можно было передавать на большие расстояния. Оставалось заставить человечество поверить в переменный ток. В 1882 году Никола Тесла наконец устраивается на работу в дочернюю телефонную компанию Эдисона в Париже. Он пытается объяснить сотрудникам компании Эдисона выгоды использования переменного тока. Однако Николу ждет разочарование. Эдисон, который верит в постоянный ток, смеется над переменным, изобретение Теслы его не интересует. В 1883 году упрямый телеграфный инженер Никола Тесла собрал первый электродвигатель. Он верит в себя, верит в свои силы и отправляется в Америку, которая, как кажется Николе, на целый век обогнала Европу в техническом развитии. Существует версия, что Тесла задумывался о переезде в Россию, однако один из его парижских знакомых уговорил его выбрать Америку. А представьте, если бы Никола Тесла приехал в Петербург. Звучит как завязка романа Бориса Акунина. Война токов. В июне 1884 года скромно одетый молодой человек сошел с парохода на берег у здания иммиграционной службы на Манхэттене. У него в кармане лежало рекомендательное письмо к Томасу Эдисону. 4 цента, рисунки летающей машины и адрес знакомого в Нью-Йорке, у которого он рассчитывал переночевать. Он спросил у полицейского дорогу и пешком пошел в знаменитые мастерские Томаса Эдисона на Герк-стрит. Этот адрес знал тогда весь мир. Никола Тесла, это был, конечно, он, блеснул знанием электротехники и физики электричества, так что на работу в General Electric его взяли, на должность слесаря по ремонту электродвигателей и генераторов постоянного тока. В мекке новой религии, постоянного тока, он неустанно рассказывал и объяснял всем выгоды совсем другого подхода к выработке электроэнергии, переменного тока. Эдисон спорил с Теслой,
который потихоньку продвигался по служебной лестнице и уже занимал должность инженера. Напряжение между изобретателями росло. Дальнейшее известно из рассказов Теслы и Эдисона, каждый из которых настаивает на своей версии. Никола Тесла утверждал, что Эдисон пообещал ему $50 000, огромная сумма, более $1,5 миллиона в пересчете на сегодняшнюю покупательную способность, за улучшение приборов его компании. Никола загорелся идеей и представил 24 разновидности машины Эдисона на переменном токе, новый коммутатор и регулятор усовершенствованной конструкции. Эдисон изобретение принял, а денег не заплатил, сославшись на то, что это была шутка, а кто не понял, тот сам виноват. Взбешенный Никола Тесла немедленно уволился, не оценив чувство юмора Эдисона, а тот впоследствии говорил, что просто не повысил амбициозному сербскому инженеру зарплату. Так началось великое противостояние Николы Теслы и Томаса Эдисона. Тесла мечтает создать генератор переменного тока, раньше Эдисона он работает дни и ночи, чтобы добиться успеха, изобретает, ищет инвесторов и единомышленников. В 1886 году Никола роет канавы, спит где придется и ест что найдет. В 1887 изобретатель создает Tesla Electric Company и начинает заниматься уличным освещением, используя свои изобретения и патенты. В 1893 году компания конкурента Эдисона Вестингауза с Теслой выиграла тендер, победив General Electric, на поставку и монтаж электрооборудования и освещения для павильона Всемирной выставки в Чикаго. Во время торжественного открытия президент США нажал на кнопку и включил несколько сот тысяч ламп электрического освещения, превративших, как писали газеты, ночь в день. Томас Эдисон был знающим ученым, блестящим экспериментатором и удачливым бизнесменом, но сторонники переменного тока знали математику и физику и понимали слабое место его системы – потери мощности в проводах. Вестингаус и Тесла научились передавать ток на большие расстояния без потери мощности. Повсеместный переход на более дешевый переменный ток означал финансовый крах Эдисона. Он подает в суды, требуя патентного запрета, и проигрывает. Тогда Эдисон занялся первым в истории черным пиаром. Нью-Йоркские газеты вышли с огромной фотографией слонихи, убитой так называемым опасным переменным током. Постоянный же ток назывался безопасным. Но победное шествие переменного тока ничто не могло остановить. Эдисон проиграл. Никола Тесла стал богат. Теперь он мог доказать и показать всем, что такое переменный ток и действительно ли он безопасен. На Всемирной выставке в Чикаго Тесла устроил шоу. Встав в центре выставочного зала, пропустил через себя ток напряжением в 2 миллиона вольт. Тесла улыбался, а в его руке горела лампочка Эдисона. Сумасшедший изобретатель. Теслой овладевают странные, гениальные и одновременно сумасшедшие идеи. Например, он понимает, что сама планета Земля – идеальный проводник электричества, и через нее можно передавать энергию на расстояние. В 1891 году в своей лаборатории в Колорадо-Спрингс, расположенной в зоне высокой геомагнитной активности, Тесла разработал огромный трансформатор и получил напряжение в несколько миллионов вольт электрического тока. Башня на вершине его лаборатории испускала молнии в несколько десятков метров. Земля искрила. Из кранов с водой летели искры. Бабочки светились в воздухе. В 1900 году, экспериментируя на станции Колорадо-Спрингс, Никола Тесла и его помощник пытались вызвать явление электрического резонанса. Они выставляли запредельные значения на приборах, работая на пределе мощностей. Однако даже трансформатор конструкции Теслы не выдержал таких экстремумов и сгорел. Изобретатель переезжает в Нью-Йорк. Банкир Морган предлагает Тесле построить Всемирный центр беспроводной передачи «Телеграф». Но Тесла предлагает не телеграф, а устройство беспроводной связи по всему миру с возможностью голосового общения, трансляции музыки, новостей, биржевых котировок и даже передачи изображений. Кажется, нам это что-то напоминает.
Прообраз интернета. На выделенной Морганом Земле начинается строение невиданной энергетической установки проекта Уординклифф. Это башня Теслы для коммерческой трансатлантической телефонии, радиовещания и беспроводной передачи электроэнергии. Молнии снова бьют в небо, газеты пишут о том, что океан освещен на тысячи миль. Под напором Моргана Тесла признался, что строит гигантский передатчик энергии, возможно, для связи с инопланетянами. Финансирование сокращается. Больше Тесла не получит больших инвестиций, он скомпрометировал себя бессмысленными попытками передачи энергии на расстояние. Изобретатель и ученый последующие годы вел уединенный образ жизни, жил в относительной бедности, боялся микробов, постоянно мыл руки, устраивал экстравагантные лекции, похожие на шоу, увлекся мистикой, разводил голубей и изобретал странные вещи. В 1898 году он запускал в пруду кораблик, которым управлял дистанционно. В 1913-м Никола Тесла предложил невиданный способ поиска подводных лодок при помощи высокочастотных радиоволн под водой и отражения ответного сигнала от корпусов субмарин. Идея не была воплощена. Узнаете? Это радар. Его повторно изобрели в 1940-м. В 1931 году Тесла якобы изобрел электромобиль. Без батареи и аккумулятора машина развивала скорость 150 км в час. На вопрос об энергии он отвечал: автомобиль берет ее из эфира, который нас окружает. Над ним смеялись. В 72 года Тесла запатентовал гибрид самолета и вертолета. Машина весила 400 килограммов, могла взлетать с любой площадки и стоила $1000. Прототип не был построен. Поползли слухи, что Тесла сошел с ума. В 1930-е годы он сделал заявление, что изобрел луч смерти, который может уничтожить бомбардировщик с расстояния в 400 километров, предлагал правительствам супероружие, чтобы предотвратить наступление войны. Как ни странно, Советский Союз откликнулся. В 1937 году изобретатель передал фирме Амторг, представителю СССР в США, конструкцию аппарата для лучей смерти и получил из СССР чек на $25 000. Но лазер не был построен. Записи спекулятивны и умозрительны. Когда в Европе началась война, Никола Тесла переживал за Югославию, оказавшуюся в оккупации, и не раз обращался с призывами к миру. Посол Югославии в США, племянник Теслы, был последним, кто видел его живым. Инженер и изобретатель Никола Тесла скончался в отеле «Нью-Йоркер» 8 января 1943 года на 87-м году жизни. Миру остались воспоминания и открытия: индукционный, асинхронный двигатель, трансформатор Теслы, правила работы с высокочастотными токами, электротехнические аппараты, для медицинских исследований сотни патентов и идей. Изобретения Теслы заинтересовали правительство США лишь после смерти ученого. ФБР изъяло все его бумаги, а руководитель Национального комитета обороны после их изучения сделал вывод, что записи спекулятивны и умозрительны, носят философский характер и не подразумевают методов реализации. В 1958 году агентство высокотехнологических оборонных исследований DARPA реализовало сверхсекретный проект качели в лаборатории имени Лоуренса Ливермора. Многие считают, что американцы строили лучи смерти, но история продолжается. После десятилетий забвения об ученом и изобретателе Николе Тесле снова говорят, его изображение украшает сербские банкноты, а его имя носит аэропорт Белграда. В 2003 году несколько изобретателей и предпринимателей основали в США компанию Tesla, производителя электромобилей и решений для хранения электроэнергии, полетов в космос и прорывных инноваций вроде скоростных подземных туннелей и других невиданных технологических чудес. Компания была названа в честь всемирно известного ученого, электротехника и физика Николы Теслы, ведь в истории науки и техники его имя осталось синонимом прогресса и инноваций. Принадлежит компания Tesla гению 21 века Илону Маску. Тесла был гением-изобретателем, создавшим вещи,
опередившие время, в котором он жил и все еще использующиеся сегодня, говорил Хариш Кришнасвами, доцент кафедры электротехники Колумбийского университета. Тесла был загадочным человеком, который мог заглядывать в далекое будущее. Несмотря на то, что он был лишен привилегий, он умер со страстью к науке, которая изменила 20 век. Его всегда почитали на Балканах, в регионе, откуда он родом. Республики бывшей Югославии до сих пор воюют за его доброе имя, будь то он серб, хорват или боснеец. Тем не менее, всего несколько лет назад мир начал ценить то, что он сделал для человечества. Никола Тесла говорил: «Пусть будущее расскажет правду и даст оценку каждому в соответствии с его трудами и достижениями. Настоящее принадлежит им. Будущее, ради которого я работал на самом деле, мне». Вот такими у нас получились тайны, загадки и интересные факты из жизни Никола Теслы. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть в описании ролика и на экране своего устройства. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я вполне возможно расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.